Всем привет! Мы с вами уже обрезали однолетки, двухлетки и трехлетки. Сейчас я покажу, как я обрезаю четырехлетние кусты и более взрослые. Итак, поехали. Так, вот этому кусту у меня, ему лет уже 9, наверное. Это элегант. Ну, он уже взрослый, тут уже немножко тут намудрено, накуролесено. Короче, это уже обрезка взрослого куста. Вот у меня многолетний рукав. Я уже не знаю, сколько ему года, 3, может 4. Вот у меня раз рукав. Вот у меня побег, который я хочу, чтобы он плодоносил в следующем году. Сучка замещения никакого не делаю, мне он не нужен. Да, он будет постепенно отдаляться, это не проблема. Эта проблема решаем. Все, обрезаем с составлением пенечка. Есть. Вот одно плодовое звено, так сказать, у нас готово. Мы это сейчас все отвинтим. Отвинтили. И сейчас примерим, как оно будет в следующем году. Оно у меня будет подвязано к нижней проволоке. Лоза вызрела до самых кончиков. Тут даже можно даже не проверять. Вот так обрезал. Все. Вот так я его подвяжу. И у меня он будет плодоносить. Один рукав готов. Второй. Так, второй рукав. Второй рукав. Вот он. Довольно кривенький. Кстати, вот у меня, я выгнул молодой рукавчик. Вот я из него сформирую еще один рукав. Есть. Все. Это у меня уложится. Вот здесь будет дырка. Тут многолетний рукав. И там будет урожай. Здесь дырка получается. И я, вот смотрите, даже пошинковый урожай где-то проморгал. Эту дырку я заполню вот этим. Вот. Здесь у меня начинается этот рукав. Соответственно, вот здесь я этот и закончу. Вот так. Все. И у меня эта дырка будет заполнена. Так что у меня свободных мест не будет. Есть. Вот этот. Он у меня старый. Он кривой, неудобный. Я его тупо вообще удалю. Значит, вот этот рукав, я хочу его полностью удалить. Тут смотрите сами. Тут хотите, сформируйте из этого рукава, если у вас такая кухня. Ну, я вот решил так. Я его удалю. Вот у меня большущий секатор. С составлением пенечка. В следующем году он усохнет, я его потом подрежу. Все, с этим мы разобрались. Сейчас примерно увидим картину, как это будет выглядеть. Подвязки все срезаем, они нам не нужны. Так. Есть. Ну вот теперь мы можем наглядно все посмотреть. Вот у нас подвяжется одна плодовая стрелка. Вот вторая плодовая стрелка. Дырок здесь нет. Все, это у меня будет вот так. Ну, подвязывать сейчас не буду, всем понятно. К нижней проволоке будет подвязано. Одну сторону мы обрезали. Все, с этим разобрались. Вторая сторона. Смотрим, что здесь у нас. Здесь у меня вообще 3 рукава. Ну, такой был, как дублирующий, запасной, можно сказать. Потом я побегами его нормировал.
Значит, раз, два, три. Значит, мне 3 уже не надо. Кстати, вот этот старый, может, даже сейчас удалю. Сейчас посмотрю, как они выглядят. Вот этот однозначно вот так обрезаю. Будет плодоносить вот этот побежек. Убираем. С этим разобрались. Этот тоже более-менее молодой. Что из него? Довольно длинненький. Вот, в принципе, из него сформирую. Опа, есть. Нет, он тонкий. Нифига, ничего не получится. Ладно, удалю. Хорошо, что вовремя увидел, как бы было дело. Все, потом вырастим молодой еще раз. Ничего страшного. На нем лозянячка слабенькая выросла. Значит, раз рукав, два рукав. Вот возьмем и обрежем. Ну, давайте сделаем этот сучком замещения. Вот это будет побег плодоношения, этот сучок замещения. Значит, здесь я обрезаю. Здесь сучок 2-3 почки оставим. Ну, давайте поприкалываемся. Пускай будет сучком замещения. Чтобы было понятно вообще, что это такое и с чем его едят. Что у нас получилось? Раз рукавчик. Рукав и плодовая стрелка. Вот мы его уложим. И два рукав, плодовая стрелка. Они у меня, вот здесь, кстати, дырка. Я могу один из них завернуть внутрь. И у меня дырки здесь не будет. А этот я подвяжу горизонтально в эту сторону. Значит, здесь я обрезаю примерно вот так. Дырка будет заполнена. Сейчас я уже гнуть не буду, ломать. И вот эту я примерно обрежу. Ну, давайте по количеству почек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14. Потому что у меня здесь молоденький куст. Заполним. Чтобы место не пустовало. Пустую. Вот. Я всегда, даже я не считаю количество почек. Я примерно по расстоянию шпалеры, чтобы не пустовало, я отмеряю примерно, чтобы хватило на плодоношение, чтобы не было дырок. И примерно обрезаю на глазок. Все, сделали. И вот у нас сформировался такой кустик. Сейчас я все лишнее уберу и покажу, как это выглядит. Ну вот, мы обрезали. Жена пока снимала, сама в ужасе. Она ничего не поняла, если честно. Поэтому объясняю, возможно, кто-то еще не понял. Вот рукав многолетний. На нем плодовая стрелка. Мы ее сформировали. И в следующем году мы ее подвяжем вот так. Есть. Вот второй рукав. Он маленький, и на нем плодовая стрелка. Здесь мы вот это пространство заполним вот этой стрелкой. Подвяжем здесь. Эта половина куста у нас готова. Вторая половина. Вот это рукав, плодовая стрелка. Она ляжет в следующем году вот так. Второй рукав. Вот эта стрелка ляжет, скорее всего, вот так внутрь, чтобы заполнить вот здесь дырку. Все, будет так и так. У нас здесь никаких дырок не будет. По поводу сучка замещения. В принципе, лучше не заморачиваться, но раз я уже начал про него, давайте объясню. Сучок замещения оставляется для чего? Вот без сучка замещения мы в следующем году получим урожай, и самые близкие побеги, которые будут к рукаву, мы обрежем точно так же и будем укладывать. Сучок замещения, он выращивается для того, чтобы здесь выгнать два побега. Их, как правило, не загружают урожаем. Сняли урожай, здесь полностью обрезают, и из этих двух побегов формируют опять плодовое звено. Ветку, лозу плодоношения и сучок замещения. Но уже вот на этом будет. Раз, два, будет два побега. И вот из них мы будем вот формировать
лоза плодоношения, сучок замещения. Но опять же, это, скорее всего, опять вам будет непонятно. Это я в общих чертах объяснил, как это делается. Поэтому делайте вот так, одну плодовую лозу и не заморачивайтесь. Можно, кстати, это было обрезать подлиннее, не сучок замещения, а как дублирующая лоза. Можно было раз и такой же длины рядом положить. У нас просто был бы запас по почкам. Был бы больше выбор. Потому что не все почки хорошо плодоносные, не везде грозди хорошие, можно было повыбирать. Поэтому тут уже, когда научитесь обрезать, будете уже с ума сходить как хотите, уже кому как нравится. Как бы основы я показал с большего, там дальше смотрите уже сами. Вот, это уже на взрослом кусте. Поэтому смотрите, берите на вооружение. Итак, сейчас мы обрежем еще 2 куста. И здесь у меня смещенная зона плодоношения. Сейчас я покажу, как это выглядит. Мне, кстати, этот вариант больше нравится. Итак, это Аркадия, это Кадрянка. Обрезаем. Значит, вот у меня рукав. Я хочу, чтобы... Так, вот у меня вызревшая лоза. Что мы делаем? Я сделаю здесь с сучком замещения или даже с дублирующей лозой. Вот это будет за сучок замещения, вот это плодовая стрелка. Значит, обрезаю я вот здесь. Так. Это мы убираем, чтобы не мешало. Есть. И у меня здесь встречный куст. Сделаю то же самое. Нет, сделаю здесь без сучка. Здесь лоза тонковатая. Здесь я сделаю вот так. Есть. Вот они крест-накрест у меня будут. Сейчас я это все дело освобожу и покажу, что из этого вышло. Обрезали, убрали. Значит, смотрите, что у нас получается. Вот это у нас Аркадия. Сейчас, чтобы было понятно. Вот здесь у нас Аркадия сидит. Вот, смотрите. Вот это Кадрянка. Мы берем вот этот куст. Вот он. Вот Аркадия. Он у меня будет плодоносить на шпалере, которая предназначена для кадрянки. Вот смещение не сюда я буду заворачивать, а чтобы не крутить, не ломать, я ее расположу на соседнем кусте. Он у меня будет вот здесь плодоносить. Раз рукав, вот он идет. Многолетний рукав, плодовая стрелка. Я ее еще не укорачивал пока. 2 рукав. 2 рукав. Плодовая стрелка, сучок замещения. Его можно не обрезать на 2 почки, а можно положить обе одинаково, и у нас будет запас по почкам. У нас будет выбор лучше по гроздям. Например, по каким-то причинам одна из лоз плохо перезимует или почка плохо заложилась. И вот здесь у нас, например, тут 10 почек, тут 10. У нас их 20. У нас выбор гораздо больше. И мы сможем выбрать по весне, когда они не начнут просыпаться, самые мощные побеги, которые будут из них расти, и самые крупные грозди. Поэтому можно делать так. Получается, подвязываем одну и вторую. Но есть немножко в этом плане минус, чтобы потом не запутаться. Потому что они немножечко так сплетены будут, и есть проблемка. Но это можно подвязать с той стороны, например, одну, с этой другую. Можно из этого выпутаться. Поэтому можете пока не заморачиваться. Это я просто показал вариант. Вот, значит, раз рукав и плодовая стрелка, и 2. Все, у нас 2 рукава есть. У меня здесь, кстати, есть еще 3-й рукав. Для того же случая. Можно, например, давайте сделаем так. Я все-таки не буду дублирующую лозу делать, а я ее оставлю на замещение. Так. И у меня будет 3 рукава. И я из них буду выбирать. У меня получится на каждом
по 10 условно, 30 штук, а мне вообще на пол шпалеры надо 10-12 побегов. Вот так, с головой. Поэтому раз, два, три. Вы можете делать просто 2 рукава, это классика, это я уже изгаляюсь, это мое желание, мои тараканы. Но вообще сучок замещения, он неправильный, он должен смотреть вообще вниз. Но это просто, чтобы уже было понятно, показать. Я его, возможно, все-таки уберу. Я не люблю вообще сучки замещения. Сучок замещения должен смотреть вниз. Это я вам для показа просто сделал. Давайте я пенечек оставлю. Все, я его убрал. Не надо мне сучок. Все. Раз, два, три. Можно делать 2. Смотрите сами. И все. Нахожу середину куста, где у меня будет плодоносить вот середина кадрянки. И вот я их условно обрезаю. Раз, раз, раз. Все. Вот так оно будет у меня плодоносить. То же самое кадрянка. Я ее сформирую, но уже на Аркадии. Получается, они внахлёст у меня пересекаться будут. Вот кадрянка. Она у меня слабее, конечно. Аркадия поприятнее выглядит. Вот кадрянка. То же самое я сделаю вот середина куста. Здесь я еще не убирал ничего. Я вот обрежу до сих пор. Все. И вот у меня получится здесь занята вся шпалера. И здесь занята будет шпалера в следующем году. Все. Середину нашли. Обрезали. Красота? Красота. Потом покажу, как это выглядит. Молча же обрежу. Обрезали, сделали более-менее порядок. Вот смотрите, вот Аркадия, у меня здесь 3 рукава, это может быть и 2 рукава, неважно, может быть и 1 рукав. В общем, мы в следующем году вот так его подвяжем. Ну, условно говоря, вот мы подвязали, да, рядышком 2-й рукав, чтобы не путаться. Ну и я вот сделаю 3-й. 3 вам не советую, потому что запутаетесь, это я уже так фигней занимаюсь. Вот Аркадия на зоне плодоношения кадрянки. Кадрянка на зоне плодоношения Аркадии. Вот рукава кадрянки. И вот они плодоносить будут здесь. Вот я вот так подвяжу. Раз побег, 2 побег. Мне этот способ понравился. Это я подсмотрел у Владимира Дорошенко. Супер, мне нравится. Никаких загибов, перегибов. Вот. Вся плоскость полностью занята. Значит, как край мы можем сделать? Край придется загибать. Значит, вот я уже тоже обрезал. Если вот такой у вас огрызок, вы его подвязываете вот так. Конец шпалеры. Если длинный, хорошо вызревший, берем его вот так вот, заворачиваем. Где мой секатор чудесный? Вот так заворачиваем до середины куста, потому что там у нас середина уже, вот до сюда у нас все занято. Все. Завернули, обрезали. Вот так оно будет у меня плодоносить в следующем году. Вот этот рукавчик и вот плодовая стрелка. Есть. Ну, этот оставлю тоже, пускай будет запасная. И вот еще один тоже у меня. Я его сформировал, чтобы было удобно заворачивать. В следующем году вот он у меня будет вот так. Обрезаем. Опа, все, готово. Красота, красота. Здесь заполнено, здесь заполнено. Все, дырок у нас здесь не будет. Значит, еще, если лоза слабенькая, тоненькая, вот я пытался выгнать у основания кадрянку. Хотел заменить рукава. Оно вызрело на почек 5. Ну, я обрезал на обратный рост. 2, 3, там 4 почки, неважно. В следующем году с нее буду пытаться все равно вырастить
на замену вот эти старые кривые рукава. Вот у меня 1, 2, 3. Этот дохлый. Этот не ожил вообще. Вон. 3. Буду вот этих побежка держать в резерве. Если что, у меня будут расти они на замену. Но у меня с кадрянкой проблема с вызреванием лозы. Кадрянка 218. Это не просто кадрянка, я ее покупал как кадрянка 218. С вызреванием у нее засада, не знаю. Скорее всего буду избавляться, но на следующий год она у меня еще пока поплодоносит. Там будет видно. Ну вот, мы все обрезали. И сейчас я буду... Вот шпильки у меня такие. Буду пришпиливать. Правда, бывает оно... Земля выталкивает, выскакивает, особенно тонкие шпильки. Вот у меня они пришпилены к земле. В принципе, можно плотненько к земле. Некоторые там считают, что надо на расстоянии. Главное, чтобы оно не лежало, чтобы лоза не лежала в, скажем, в выемке, потому что вода скопится, подморозит, вот тогда будет засада. У меня здесь на возвышенности, с ним ничего не станет. Сколько раз так делал, все нормально. Пускай будет немножко так. Так, здесь пришпилили. Сидит хорошо. Но здесь еще дошпилю, чтобы не выскочило, не дай бог. Все. К зиме лоза у меня пригнута. Берем еще шпильки. О, ко мне заказчик приехал. Точнее, подписчик приехал. Так что сейчас видео прервем и будем... Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. А мы перекрыли дорогу, ничего? Ничего. К Виктору Надежда приехал подписчик Виктор, тоже тезка, да. Вот. Все-таки попал. Вот будем вместе сейчас смотреть, задавать вопросы какие-нибудь. Все Викторы в Беларуси кучкуются. Как сумасшедшие виноградари объединяются. Мы безумные Ну Викторы. давайте я вам просто уже покажу, раз вы приехали. Вы же не знаете, как выглядит вызревшая лоза, как нет. Нет. Ну, Давайте. Вот Ну смотрите. я вижу, тут старый куст, а этот... Ну вот подписчик привез вина. Какое вино? Смородина? Смородина вино. Я ему там черенков немного нарезал. Вот благодарность. Будем дегустировать. ну, приятно. Спасибо тезке Виктору, подписчику, за вино. Ну вот все обрезали, пришпилили все к земле. Вот так это будет у меня ждать укрытие. Укрытие, я думаю, проведу через пару недель. Заморозки были, но пока не очень сильные. Но я думаю, все-таки дождусь таких до минус 5, пускай лоза закалится, и тогда будем изгаляться. Ну и вот черенков заготавливал себе. Будет чем зимой заняться. Ну, меня просили еще черенков тут подписчики, товарищи, друзья, поэтому черенки уже есть. Чуть что, звоните. Итак, кому видео полезно, ставим лайк, подписываемся на канал, подписываемся на мой второй канал. Ссылка будет внизу в описании под видео. Всем удачи, пока.